Аркейн. Души моей Пейн. Примечательная особенность этого сериала заключается в том, что если вы прочитаете комментарии о нем, то ваше сознание просто улетит в стратосферу от обилия хвалебных отзывов и восхищенных возгласов фанатов. Один удалил доту и начал играть в лол, другой купил графический планшет и постер. В общем, сериал вдохновляет на самые прекрасные деяния. Я тоже решила заценить сие творение. И знаете что? Единственное, на что меня вдохновил Аркейн, так это на запись данного видео. Я назову его «Единственный негативный обзор на Аркейн». Хотя это, конечно же, не так. Я знаю, что у меня есть единомышленники. Просто еще одна особенность Аркейна состоит в том, что стоит хоть немного покритиковать его, как на тебя тут же нападают весьма агрессивные фанаты этого сериала, которые начинают упрекать тебя в том, что ты якобы не способен понять и оценить всю гениальность идеи, а значит, не имеешь права высказывать свое никчемное мнение. Тут следует вставить дисклеймер. Во-первых, если вы лютый фанат Аркейна и готовы защищать его любой ценой, просто не смотрите это видео, зачем это вам? Но если вы разделяете мою точку зрения или просто хотите мирно ознакомиться с альтернативным видением, милости прошу. Во-вторых, я не говорю, что если вам понравился сериал, это делает вас плохим человеком или типа того. Ни в коем случае, это просто развлекательный контент о развлекательном контенте. В-третьих, мне безумно понравилась графика сериала. Я так изголодалась по качественной 2D анимации в эпоху повсеместного 3D, что после Синдбада и Принцессы и лягушки уже не помню, когда я последний раз видела такой крупный проект с красивейшей анимацией. И саундтрек тоже эпичен. Ну, пожалуй, на этом все. Небольшая предыстория. Я думаю, у многих лолеров знакомство с игрой произошло благодаря Джинкс. Я не исключение. Когда я начинала играть в Лигу в далеком 2015 году, именно Джинкс была моим любимым персонажем, который вдохновил меня попробовать эту мобу. Как и у многих других чемпионов, у нее не было биографии с исчерпывающими фактами о ее жизни, а посему многие игроки спорили о ее происхождении, мотивах и так далее. В том числе один из вопросов, который разделил игроков на два лагеря, был: кто же эта загадочная сестра Джинкс, которую она упоминает в одной из своих цитат? Кто-то твердил, что это Вай, кто-то, что это совсем другой персонаж, возможно, даже будущий чемп. Я принадлежала ко второй категории, все-таки Вай и Джинкс виделись мне врагами в плане полицейский преступник, поэтому анонс Аркейна, где они действительно оказались сестрами, меня не порадовал. Но к делу это не относится, просто забавный факт. И вот один из любимых маскотов Риотов, Джинх, стала новым лицом нового сериала. Задумка была действительно ультра крута. Показать, как Джинкс свалилась в бездну полнейшего безумия и хаоса, да еще и испортила отношения с Вай и Кейт. Что же они такого сделали, что наша Мальвина с косичками настолько потеряла веру во все хорошее? Но тут проступает главная проблема сериала, на мой взгляд. В нем попросту нет сюжета. Я задаю себе вопрос, о чем это вообще все было? И не могу найти на него ответ. Это история о противостоянии Вай и Джинкс? Нет. Это история о противостоянии идеологии разных кланов, Вандера, Силка? Нет. Это история о теплых взаимоотношениях между родителем и ребенком в приемной семье? Нет. Это история о причине погружения в абсолютное безумство? Нет. Это просто нарезка из разных историй, где каждую можно было раскрыть глубже и полнее. Ну, все так и осталось поверхностно и открыто. Так много вопросов и так мало ответов. В конце вообще смотришь на всю эту суматошную картину и задаешься вопросом: что за ужас тут творится? Взять, к примеру, Силка. Шикарный персонаж, знаете, такой зловещий типаж, кладезь премудрости с бархатным голосом. Но кто вообще этот ваш Силка? Откуда он? Что у него за светящийся глаз? Видеть мой глаз. Что произошло между ним и Вандером? За что Вандер начал его топить? Но как только Силка задает эти вопросы, он просто включает старец мод и под мутные флешбеки закидывает зрителя философскими цитатками вроде: «Чем сильнее ты становишься, тем больше твоя сила. Бороться не значит сидеть сложа руки. Это значит бороться». И все в таком духе. Теперь Джинкс. Джинкс. Лицо сериала. Но экранного времени у нее очень мало.
Если вы хотели увидеть, как она из вполне себе милого ребенка превращается в жестокого, бескомпромиссного убийцу, то забудьте, здесь этого не будет. Этого превращения просто нет, все происходит будто за кадром. Сначала она просто девочка-инженер, пусть и с тяжелым прошлым, а потом бац, и она уже хладнокровный ассасин. Ее действия просто необъяснимы, ты не понимаешь, чего она вообще хочет и что ею движет. Ну, так в этом же и суть, она аж безумная и безбашенная. Нет, мы же должны были как раз увидеть ее предысторию, хотя бы какие-то мотивы. А тут просто рандомные кадры, где непонятно, какие цели она вообще преследует и почему так себя ведет. Отчего она переименовала себя из Порох в Джинкс, если эти воспоминания были для нее настолько болезненными? Когда она поняла, что в этом ее сила? И, о боже, этот конфликт с Вай, классическая «Ой, я не хотела тебя предавать, так получилось, ты не так поняла, я ведь тебя так любила». А потом воссоединение и недопонимание. Оказывается, все хорошие, и зря все это было, и что? Я думаю, было бы очень здорово, если бы этот сюжет обыграли так. Вай действительно предала Порох, та попала под крыло Ксилка, который был врагом всех тех, с кем росла Паудер. Но при этом у них сложились по-настоящему теплые отношения, и в конечном счете Порох постепенно переняла видение Силка и встала на его сторону. Но потом ей все равно пришлось выбирать между детскими привязанностями и новой семьей. Тут просто допустим, кто-то со стороны Вай убивает Силка, это разбивает сердце Паудер, и у нее есть все основания ненавидеть этот мир, потому что ею движет теперь только месть за любимого отца и его идеи, больше ничего ее не радует и не сдерживает. Как-то так, это просто наброски того, что, по моему скромному мнению, сценаристы могли показать, но по факту вся история оказалась какой-то зажеванной, будто кадры из разных сценариев смешали в один сезон, да еще и вырезали половину сцен. Ну и, конечно, сюжетная броня и клише. Ох, сколько же тут плот-армор, это просто шок. Главные герои вообще просто неуязвимы. Кэтлин стоит ближе, чем остальные миротворцы, но взрывом убивает их всех, но не ее. Фиолетовые Халки быстрые и свирепы, способны растерзать за секунду любого, но только не Вай, которая голыми кулаками легко дает им отпор. Эко наносит смертельные ранения, а не, он же снова живчик, причем 2 раза подряд. И так постоянно. И это все идет вперемешку с набившими оскомину клише, типа персонаж подслушивает чужой разговор, неправильно его интерпретирует и не дослушивает до нужных слов. Злодей медленно идет угрожающей походкой, хотя мог бы молниеносно напасть. Персонажи почти целуются, но нет... ладно, это я уже от себя, но остальное правда. Итог. После просмотра лично у меня осталась пустота и горечь от потраченного времени. Многие персонажи и сюжетные линии остались не раскрыты, хотя первые серии были многообещающие, но потом темп повествования снизился, вопросов стало больше, чем ответов, и во время просмотра мы просто думали, побыстрее бы это все закончилось, а то что-то стало скучно. Рада за вас, если вам все понравилось и вы получили удовольствие, просто лично мне непонятно, почему большинство отзывов настолько положительные.